30 декабря YG анонсировали YG Next Moment, что ознаменовало подготовку компании к дебюту новой женской группы Baby Monster. Воистину, большое событие, особенно от такой крупной и известной компании, как YG. Множество фанатов имеют большие надежды на группу и предрекают ей огромный успех. Но многие также обеспокоены судьбой другой группы YG, топ-1 K-pop girls band Blackpink. Многие видят дебют новичков Baby Monster как конец для Blackpink, и, честно говоря, не беспочвенно. Но так ли это? С вами Beast, вы на канале K-Reason, и давайте разбираться. Разговоры о распаде группы берут свое начало еще в 2020-2021 годах. Постоянные споры о том, что YG ущемляет Jisoo и Rosé, и скорее всего после истечения контрактов они покинут компанию, ну и соответственно группу. Тогда это были лишь спекуляции, однако сейчас все всерьез обеспокоены этим вопросом. И есть факты, указывающие на это. Отсылки в Shutdown. Многие не обратили внимания. Огромное количество отсылок на предыдущие релизы и идея закрывающихся пролетов как будто что-то символизирует. Ведь весь клип только из этого и состоит. Можно подумать, будто клипом они хотят показать, что это их последний релиз, то бишь конец. Согласитесь, теория неплохая. Второе. Мировой тур. Думаю, объяснять не надо, что такое отношение к живым выступлениям, да еще и на мировом туре. Это хороший показатель их усталости от всей этой деятельности. Не знаю, как у остальных, но когда мы смотрели эти кадры и то, как они выступали, было ощущение, будто бы уже понятно, что они не продлят контракты. Жалобы фанатов о плохом обращении к участницам со стороны компании, уже упомянутое ущемление и плохое моральное состояние участниц. Хоть это и недоказуемо, но тоже не лишено смысла. Ну и основное, грядущий скорый дебют Baby Monster. Все видят будто бы зеркальную ситуацию, которая произошла в свое время с 2NE1, которая распалась в ноябре 2016 года, как раз после недавнего дебюта Blackpink. И многие посчитали БП заменой их предшественников. Тоже можно и сказать про нынешнюю ситуацию, ведь как-то странно получается, что Baby Monster дебютирует именно в 2023 году, как раз тогда, когда у Blackpink заканчиваются контракты. Ситуация очень схожа, не так ли? Получается, история повторяется? Не думаю. 2 января YG Entertainment сообщили, что участница Blackpink готовится к сольному дебюту в 2023 году. Агентство заявило, Jisoo из Blackpink в настоящее время усердно работает над записью своего сольного альбома. Выполняя насыщенный график мирового турне с прошлого года, она закончила фотосессию для обложки альбома и работала над созданием музыки, когда у нее было время. Jisoo станет последней участницей Blackpink, которая дебютирует сольно. Да, долгожданный соло-дебют Jisoo, и как все предрекали, именно в 2023 году. Конечно, популярность Jisoo не сравнится с популярностью Jennie и Lisa, но в преддверии возможного распада группы к ее соло будет довольно много внимания. Учтем, что тур БП все еще идет и должен закончиться в конце июня. Скорее всего, соло Jisoo будет именно после окончания тура, а это уже вторая половина года. По неофициальным данным, контракты заканчиваются именно в июне, что совпадает с окончанием тура. И если наши прогнозы верны, и соло Jisoo выйдет не во время тура, а после него, то это будет означать, что Blackpink уже переподписали контракты. Хотя в любом случае это уже будет известно постфакту. Но, конечно, неизвестно, когда точно выйдет соло Jisoo, учитывая, что фотосессия для соло уже была. Возможно, из-за тура работа над ним растянется, и соответственно само соло, как я уже сказал, выйдет во второй половине года, а может и нет. Лиса из Blackpink развеяла слухи о расформировании. В недавнем интервью Rolling Stone Лиса затронула тему расформирования и официально развеяла любые слухи о будущем Blackpink. Лиса прямо заявила, что Blackpink даже не говорили о возможности расставания. Я не думаю, что мы даже говорили об этом между собой.
Idol признает, что Blackpink пошутили о том, что их ждет в ближайшем будущем, но далеко не сейчас и не в ближайшее время. Мы в шутку сказали, Джису не собирается жить на Гавайях, а Лиса вернется в Таиланд. Но Лиса признает, что очень не хочет думать об их возможном расставании. Но я не хочу думать о конце, это слишком грустно. Тем не менее, она признает, что хотя участники, активно продвигающиеся вместе, когда-нибудь подойдут к концу, она надеется, что они все еще будут Blackpink. А что касается ближайшего будущего Blackpink, Лиса рассказывает, насколько заняты участники, доказывая, что они усердно работают, чтобы дать фанатам много контента, который они с нетерпением ждут. Судя по данному интервью, можно понять, что ПП вряд ли распадутся. И дело тут не только в словах Лисы. Blackpink популярный и узнаваемый бренд. Группу знают по всему миру не хуже BTS. И соответственно такое имя дает участницам большие возможности не только для групповой, но и для сольной деятельности. Кажется, самым реалистичным для ПП это путь BTS, а именно перед подписанием контрактов на более выгодных условиях и большее сосредоточение каждой участницы на сольной деятельности. Согласно нашим источникам, Blackpink изменит свое агентство на филиал YG, The Black Label, основанный Тедди Паком. Инсайдер индустрии добавил, что обсуждения смены лейбла девушек ведутся с начала этого года. На вопрос, перейдут ли Blackpink в The Black Label, представитель YG ответил: «Я не в том положении, чтобы подтверждать эти новости, но контракты участниц еще не истекли. Сложно сказать, присоединятся ли они к The Black Label после окончания их контрактов или нет». Хотя есть и мнение, что этот слушок запустила сама компания для привлечения внимания. И я лично охотно поверю в это, ведь в YG не один раз уже так делали. В общем, наше мнение, что БП скорее всего продлят контракты и останутся в компании. Ну а дальше время покажет. Преддебютная группа Baby Monster привлекает к себе очень пристальное внимание фанатов. Не только потому, что это долгожданная женская группа от YG, но и из-за возраста участниц будущей группы. Кроме двух самых старших участниц, 5 одного возраста с Лисо, Есо и Кюджин, а то и младше. Одной так вообще 13. Такой маленький возраст участниц не может не беспокоить, ведь айдолам быть очень трудно, и не каждый даже взрослый с этим справляется, а тут, по сути, дети. К слову, думаю, маленький возраст участниц, скорее всего, может быть обусловлен привлечением внимания к группе. Так сказать, суету навести. Как мы уже говорили, в YG это частенько практикуют. На момент выхода этого видео вышло уже 3 тизера с представлением участниц. Их навыки что в вокале, что в танцах поражают, учитывая их возраст. Тут сразу видна рука Ян Хён Сока, который, я уверен, лично подбирал каждую участницу. Скорее всего, уже по сложившейся традиции в YG новая группа будет в хип-хоп стиле. Многие, конечно, переживают по этому поводу, из-за того, что девчонки могут не справиться с концептом из-за возраста. Но я уверен, что они справятся и покажут нам высочайший уровень. С нетерпением ждем. Надеюсь, что они также будут танцевать в своих релизах. И напоследок пару слов о будущем YG. Дела у YG в последние 2 года были, мягко сказать, не очень. Учитывая, что только за последние 3 месяца компанию покинули в полном составе iKON, 2 участника Treasure и некоторые участники легендарных Big Bang. Тем более компания сейчас по сути сидит на одних Blackpink, и соответственно уход такой группы будет фатальным для компании. Но есть один лучик надежды – Baby Monster, в создании которых участвовали чуть ли не все артисты YG. Ян Хён Сок много ставит на новичков, и судя по тому, что мы видим сейчас, результат превысит ожидания. Остается лишь ждать. Ну вот, видео и подходит к концу. Нам интересно, что вы думаете по поводу грядущего дебюта Baby Monster и о будущем Blackpink. Пишите в комментариях. Ну а также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Это очень важно для продвижения наших видео. Ну а с вами был Beast. Вы были на канале K-Reason. Еще увидимся!